Привет, вы на канале Aeroportal. В мае этого года я выпустил ролик про новую версию Ил-96, в котором был сделан вывод, что с наибольшей долей вероятности серийное производство данного самолета не планируется. Однако 1 ноября этого же года состоялся первый полет опытного образца самолета Ил-96-400М. Отсюда можно сделать вывод. Про проект данного самолета не забыли. Каковы дальнейшие планы по его реализации? Сможет ли новая версия Ил-96 занять свое место в авиапарках отечественных перевозчиков? Попробуем разобраться в этом видео. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на нашу группу в ВК. Это наш запасной аэродром, а еще там тоже выходит интересный контент про гражданскую авиацию. Ссылку вы найдете в описании. А теперь пристегните ремни безопасности, мы взлетаем. Начнем с описания данного самолета и его предшественника. Ил-96-400М. Это модернизированная версия самолета Ил-96-300. Его первый полет состоялся в 1988 году. Ил-96-300 представляет собой широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, который оборудован 3 рядами кресел и 2 проходами между этими рядами. Данные воздушные суда, исходя из вышесказанного, экономически выгодно использовать при полетах на дальние расстояния. Зарубежными аналогами Ил-96-300 являются самолеты европейского производства, это Airbus A380 и Airbus A330, и самолеты американского производства Boeing 777 и Boeing 747. В названии самолета также есть информация о возможном для размещения количества пассажиров. И тут есть нюанс. Ввиду определенного лимита мощности двигателей советского производства, размещение более 300 человек на борту не представлялось возможным. В то же время Boeing 747 уже достаточно давно имел возможность осуществлять перевозку более 600 пассажиров. Тут следует отметить, что задачи составлять конкуренцию на глобальном рынке не было, поскольку главным приоритетом для советской авиационной промышленности было обеспечить свои внутренние задачи по авиационным перевозкам и помогать с их выполнением союзным странам. Уже в 90-е годы выяснилось, что продукция советской авиационной промышленности не способна составить конкуренцию западным самолетам. Причем были попытки исправить данную ситуацию путем сотрудничества с партнерами западных стран. Например, на вышеупомянутый Ил-96 были попытки установить двигатели американского производства Pratt & Whitney. И эксперимент оказался удачным, характеристики самолета были значительно улучшены. Но дальнейшего продолжения данного проекта не произошло. В итоге с 1992 года был выпущен в общей сложности 31 самолет Ил-96 различных модификаций. Последний самолет был произведен Воронежским авиационным заводом 2 года назад. И на данный момент продолжают выполнять полеты несколько экземпляров Ил-96-300 в специальном летном отряде «Россия». А в коммерческих перевозках самолет остался только в авиакомпании «Кубана». Более подробную информацию о технических характеристиках Ил-96-300 и о других модификациях вы можете найти в нашей группе ВК по ссылке в описании. Возвращаемся к новой модификации Ил-96. Версия Ил-96-400М имеет возможность перевозки 370 пассажиров, что на 70 больше, чем у его предшественника, за счет увеличенной на 9 метров длины. Также на данную версию предполагается установка двигателей с увеличенной мощностью PS-90A1. Также предполагается, что логично, полное оснащение оборудованием отечественного производства. Помимо этого предполагается реализация комфортабельного салона, который будет оснащен современной информационно-развлекательной системой, доступом к интернету, телевидению и спутниковой связи, а также современным буфетно-кухонным оборудованием. Подробные технические характеристики Ил-96-400 вы видите сейчас на экране. Можете поставить ролик на паузу и ознакомиться с ними подробнее. Ну а мы идем дальше. Думаю, ни для кого не секрет, что несмотря на все доработки, новая версия Ил-96 уступает по ряду технических характеристик самолетам западного производства, и этот факт признают в ОАК и в Ростехе. Одна из проблем – это дальность полета. Зарубежные аналоги способны пролететь 15 тысяч километров за один перелет, в то время как Ил-96-400М сможет пролететь только 8 тысяч. Для примера, это практически расстояние между Москвой и Вашингтоном. Как я уже упоминал в своем прошлом ролике про Ил-96, одна из главных проблем данного самолета – это необходимость в 4 двигателях. Конечно, такой вариант является более безопасным, и этот вариант является одной из главных причин, почему самолет используется в правительственных целях. Но в то же время такой вариант требует более сложного обслуживания и увеличивает расход топлива. Новый двигатель, который позволит решить данную проблему, сейчас находится в процессе создания. Это ПД-35. Но он, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, появится не раньше 2030 года. Также следует отметить, что установка такого двигателя на данный самолет является сложной задачей.
поскольку ПД-35 значительно больше, чем используемые двигатели сейчас. Этот аспект создает необходимость в разработке нового крыла. То есть в самолет потребуется внести большое количество изменений, и при данном сценарии будет более рационально уже создавать новый образец. Исходя из этого, вывод получается следующий. Самолет для коммерческой эксплуатации уже устаревший. Логика касаемо производства дальнемагистральных самолетов получается следующая. На данный момент в отечественных авиакомпаниях осуществляют полеты в районе 100 таких самолетов, и понятно, что все они иностранного производства. Расчет исходит из того, что данные самолеты смогут спокойно выполнять полеты до 2030 года, а там уже можно будет заново поднимать этот вопрос. Сейчас максимальный приоритет отечественной авиационной промышленности направлен на производство среднемагистральных самолетов, поскольку они более востребованы. Ведь если дальнемагистральных самолетов сейчас в российских авиакомпаниях около сотни, то среднемагистральных около 500, и этот приоритет вполне понятен. Тогда зачем нужен Ил-96-400М сейчас? Ответ на этот вопрос дал глава Минпромторга Денис Мантуров, цитата. «Сначала мы оставим данный опытный образец в виде летающей лаборатории, для того, чтобы при формировании программы по тяжелому широкофюзеляжному самолету понимать, на каком этапе мы могли бы использовать данный тип самолета, в первую очередь для государственных специальных перевозок, потому что сегодня используется Ил-96-300, а второе – это для грузовых перевозок». То есть, главной задачей для Ил-96-400 сейчас является замена Ил-96-300 в специальном летном отряде «Россия». Но, несмотря на все вышесказанное, важно отметить, что первый полет опытного образца нового Ил-96 подтверждает очень важное преимущество российской авиационной промышленности. Это возможность создавать широкофюзеляжные самолеты. Сейчас, помимо России, такое под силу только западным производителям Boeing и Airbus, и больше никому в мире. Даже Китаю с их развивающейся сейчас авиационной промышленностью. Также следует отметить важный момент. Западные компании создают свои самолеты, будучи в международной кооперации. Российские же производители их создают полностью своими силами и со своими возможностями, что сейчас не под силу никакой стране в мире. А вы как думаете? Какое будущее у Ил-96-400? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Также не забудьте подписаться на нашу группу ВК по ссылке в описании. До встречи!